Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязать зебру. И в этом видео свяжем с вами гриву и хвостик, а также заколочку. Вот такую. Приступаем. Вязать буду розовой ниточкой. Сейчас мы ее присоединяем между ушками, вот здесь, и отступаем один столбик от этого ушка, то есть практически от центра начинаем. И я это буду делать вот на линии ушек, вот здесь. Присоединяем розовую ниточку, вот так. Этот хвостик потом спрячем и вяжу, набираю, вернее, 45 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем 44, 45. И теперь, начиная со второй петелечки от крючка, я вяжу 44 столбика без накида. 2, 3, 4. Продолжаем 42, 40, вот, 43 и 44. Подтягиваю вот эту ниточку. И сейчас мы ее следующим столбиком закрепим. Рядышком вяжу второй столбик. Так, вот сюда был первый, вот второй. И ниточку вот эту закреплю. Так, вот соединительный сначала делаем. И теперь опять набираем 45 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Набрала 45 петель. Снова, начиная со второй петелечки, вяжем 44 столбика без накида. 1, 2, 3. Продолжаем 43, вот за полупетелечку, и 44. Провязали. И теперь делаем еще одну прядь вот сюда в ряд возле ушка. В первом ряду получается 3 пряди. Вот так. Делаю соединительный столбик. Эту ниточку потом спрячем внутрь. Вот так получается. И снова набираю 45 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Набрала. И снова со второй петелечки
44 столбика без накида. 1, 2, 3. Довязала до конца. И теперь спускаюсь на один ряд. И теперь в этом ряду буду вязать 4 пряди. То есть равномерно распределяем вот здесь за ушками 4 пряди. Снова. То есть все время я присоединяю соединительным столбиком. Вот так вот это будет. Присоединили. И набираю уже со второго ряда. И дальше я буду набирать по 54 воздушные петли. И со второй петелечки буду вязать 53 столбика без накида. То есть вот эти передние пряди, это как челочка, такие покороче. А остальные пряди будут подлиннее. Вот, чтобы видео не затягивать, я думаю, понятно, как делать. Покажу сейчас, как это выглядит в готовом виде на сиреневой зебре. То есть вот, это первый ряд был. 1, 2, 3. Затем перешла второй ряд. 4 уже. 1, 2, 3, 4. Затем спустилась, третий ряд уже, вот это я спускалась. В третьем ряду уже, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и так дальше спускаюсь. И здесь я уже вяжу несколько рядов. Получается по 6, 7, 8 прядей. Всего рядов у меня получается так: первый, второй, третий. Дальше вот 4. Здесь вы можете делать, как вам больше нравится, погуще или наоборот, волосиков поменьше. Так, это 4 ряд. Вот это я спустилась. 5 ряд у нас идет. Вот так. Провязала, спустилась. 6 ряд. Вот так вот. Это чтобы было видно, как присоединять. Здесь я уже чуть-чуть больше сделала промежуток. Вот присоединила. 7 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 7 ряду 7 прядей. Вот, вы можете сделать еще подлиннее, погуще. Вот здесь побольше, то есть как вам больше нравится. Я же делала вот на полосочках, заканчивала. И вот таким образом провязываем необходимое количество прядей. Провязала пряди. Вот последнюю я заканчиваю. Довязала. И просто здесь прикрепляю соединительным столбиком. Так вот рядышком. Ниточку закрепляю и отрезаю, чтобы спрятать хвостик. Вот так получается. Прячу вот этот хвостик с помощью крючка или иголочки внутрь. И вот этот хвостик, который у нас оставался в начале, тоже можно или с помощью иголочки, или крючка. Прячем внутрь головы. Так, и
таким же способом вяжем хвостик. Вот полосочка, вот эта, которая верхняя. Находим центр. Вот, например, этот столбик по центру. И я вяжу по 3 пряди, получается 3 над полосочкой, 3 по полосочке и 3 под полосочкой. И вяжу, если здесь я делала по-разному, там и через 2 столбика могла вязать, через 1, то есть равномерно распределяла. Здесь вяжу в каждый столбик, то есть вот так за 1 сразу прикрепляю соединительным 2 рядом и соединительный 3. Точно так спускаюсь вниз, сюда, сразу в следующий и в следующий, и 3 ряд точно так же, для того, чтобы хвостик был как бы так очень плотненько. То есть мы же будем вязать потом платьечко, вот, и чтобы этот хвостик был не широкий, а сфокусирован как бы в одном месте. Принцип вязания точно такой же, как вот здесь, то есть присоединяем ниточку и вяжем. Я покажу уже в готовом виде. Да, забыла сказать, длина пряди. Я набираю 63 воздушные петли и со 2 петелечки от крючка вяжу 62 столбика без накида. Итак, я связала хвостик. Вот так выглядит. Пряди, ниточки все спрятала. Вот так получается. И сейчас свяжем заколочку, вот эту. Взяла ниточку ирис и крючок номер 0,9. Вяжем. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Розочку я вяжу обычным способом, то есть ниточку захватываю снизу. Можно тут и так, и так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. Можно поставить маркер. Я не ставлю. В принципе, мне так удобно. И дальше второй ряд. За задние полупетелечки вяжем прибавка 1 столбик без накида и повторяем так 3 раза. Это у нас прибавка, 1 столбик без накида. Снова прибавка, все за задние полупетелечки. Так. 1 столбик без накида. Хвостик я убираю. И 3 раз повторяем. Прибавка, 1 столбик без накида. Провязали второй ряд, у нас должно получиться 9 петелечек. Третий ряд. Сначала поворачиваем, воздушная петля, и теперь снова за задние полупетелечки вяжем 1 столбик с одним накидом и соединительный столбик до конца ряда. Итак, накид, начиная с первой петелечки, то есть за задние полупетли от нас, которые
один столбик без накида, ой, один столбик с одним накидом, в следующую соединительный, снова накид, один столбик, провязали, соединительный, третий раз накид за заднюю полупетелечку, провязали, соединительный, так, и продолжаем так вязать, пока вот довязываем сюда и за эти же полупетелечки вот сюда в центр, которые у нас оставались, передние полупетелечки. Сейчас покажу. Соединительный сделали, накид, вот, это еще сюда провязываем. Так, соединительный, накид, вот сюда, провязали, и соединительный уже вяжем вот здесь за оставшуюся полупетелечку предыдущего ряда, соединительный. И теперь вот этот отворачиваем, вот эти вот лепестки, и продолжаем в каждую полупетелечку, которая осталась, вот один столбик с накидом, в следующую полупетелечку, сейчас чтобы видно было вам, вот сюда провязали, вот сюда, то есть по спирали идем, по спирали к центру. Вот сюда соединительный. Так, еще с одним накидом. Вот этот полупетелечка это. Сейчас покажу. Вот делаю накид. И вот это полупетелечка. Провязываем. И соединительный. Сейчас посмотрю, еще тут осталось или нет. Так. Да, в принципе, можно еще один сделать. Вот делаю один вот сюда. Как раз уже тут в центре. Так. Оставляю петелечку, так как закончились уже полупетелечки оставшиеся. Вот сюда сейчас вытянем вот таким образом петелечку.
так. И вот такая розочка получилась. Отрезаю здесь ниточку, вытягиваю полностью сюда. И вот так выглядит розочка. Когда буду пришивать, вот этой ниточкой как раз лепесточек прикреплю вот сюда. Потом вяжем такую же вторую. Две розочки готовы. Сейчас свяжем лепесток. Лепесток будет в виде полосочки, просто вязать я его буду крючком номер 1. Итак, набираем 10 воздушных петель. Так, 1, 2, 3, 4. Набрала 10 петелечек. Теперь со второй вяжем 9 столбиков без накида. 1, каждую полупетелечку, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и в последнюю 9. Теперь делаю соединительный столбик вот сюда, ниточку закрепляю и отрезаю небольшой хвостик, чтобы его просто спрятать сюда внутрь. Теперь с помощью иголочки прячу эти хвостики сюда внутрь. Получился вот такой вот лепесток. И теперь нам необходимо пришить розочки вот сюда, чтобы края немного выглядывали. Заправила вот этот остаток ниточки в иглу. Теперь сначала нам необходимо закрепить лепесток. Вот так вот мы это делаем. Чтобы розочка была собранная. Вот так она получается. Закреплю еще одним стежком. И теперь пришиваю вот сюда к краю зеленого лепестка, чтобы здесь еще поместилась потом вторая розочка. Вот так, буквально несколькими стежочками. Вот так. И вот так. Так, теперь делаю закрепку. И ниточку отрезаю. Так, закрепили. И вот сюда ее немного спрячу. И отрежу. Точно так же пришиваем вторую розочку вот сюда рядом, только ниточку не отрезаем, мы будем пришивать к голове заколочку.
Готово. Пришила. И теперь этой же оставшейся ниточкой пришьем заколочку вот сюда в голове. Я распределяю пряди таким образом. Вот это первая, с которой мы начинали, она идет вот сюда, в сторону. И ее я буду также прикреплять вот этой заколочкой. И вот эта вторая сюда. И отсюда вот сюда. Вот таким образом распределила. Теперь заколочку выкладываю. И пришиваю. Тоже захватывая вот здесь за волосики. И вместе с тем вот возле ушка, вот здесь за голову. Так. И теперь сюда. Сейчас поправляем. Выкладывайте, как вам больше нравится. То же самое здесь через прядь. И захватываю за голову. Так. И теперь еще закреплю вот здесь, вот этот край. Так. Вывожу иголочку с нужной стороны. И здесь захватываю вот этот хвостик. Вот так. И вот так будет выглядеть. Ниточка вытянулась. Сейчас я сделаю здесь узелок и спрячу остаток ниточки. Получается вот так. Сейчас я беру иголочку тоненькую для бисера и шелковую ниточку и, собственно, сам бисер. В выборочном порядке просто пришиваем бусинки. Вот такой бисер у меня в остатке есть. Мне нужно буквально 3 штучки. Итак, заправила. Здесь я сделаю 2 бусинки посередине и одну здесь. Можно на розочке сделать, то есть как вам больше нравится. Прячу узелочек. И вот так пришиваю бусинки. Одну здесь, одну наискосок.
Вот так. И выведу еще ниточку вот сюда, вот через голову, иголочку вернее, чтобы прикрепить лучше вот этот край. Ну, это при необходимости. Так. Вывожу вот сюда. И бисер. Так. Прикрепила. Надеюсь, на камеру видно. Вот для меня, в принципе, это достаточно. Вы смотрите, как вам больше нравится. Вот так. Все, делаю узелочек, ниточку прячу. Вот так получилось. Теперь осталось пришить голову к туловищу. Сейчас я наполню шею холофайбером. Заправила, кстати, уже иголочку. И подтягиваю наверх вот этот каркас, чтобы его прикрепить к голове, зафиксировать. Вот, сначала подтянула каркас, теперь наполню холофайбером. По мере пришивания, там, смотрите, можно будет добавить или наоборот убрать. Вот, пока вот так. Теперь прикладываю голову таким образом, вот, чтобы пришивать ее по диагонали, вот так. И вот эта часть шеи спереди, которая, чтобы она была между вот этими полосочками двумя, то есть приблизительно вот так, чтобы заканчивалась до вот этой серой полосочки на голове. Можно зафиксировать иголочками сейчас, чтобы было удобнее. Сейчас я так и сделаю. Вот так приложила. И вот так вот. И теперь по кругу, вот как присоединяется шея, прикасается, вот так ее и пришиваем. Сначала мы начинаем сзади. Так, сейчас, чтобы вам было видно. Вот, захватываю за голову, в принципе, пришиваю как обычно. За голову и снизу вверх, вот здесь, под косичку. Снова за голову. И снизу вверх под косичку. И вот таким образом будем шить. Сейчас дошла сюда к центру и прикреплю. Можно это сделать, в принципе, отдельно, но я сделаю это сразу вот этой же ниточкой. Захватываю
вот сюда за пластырь, вот этот. И вот здесь по центру. Это чтобы каркас прикрепить, чтобы он туда внутрь как бы не проваливался, чтобы был зафиксирован хорошо. И еще раз. Второй раз я под петелечку делаю. Под петелечку я имею в виду проволоки, то, что мы сгинали, чтобы он был хорошо зафиксирован. И вот так вот. Теперь отсюда сюда. Все, теперь при движении даже ручек он туда внутрь проваливаться не будет. Дальше вывожу снова, где мы закончили. Вот здесь, в области шеи. И продолжаю пришивать. Вот так за голову. И снизу вверх за петелечки. И вот так, в общем, по кругу пришиваем. Покажу в готовом виде уже. Пришила голову. Вот так получается. Зебра готова. Осталось только связать и расшить бисером платье. Вот я надеюсь, что у вас все получилось, что все было понятно. Если остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. На данном этапе видео я завершаю. Желаю вам хорошего настроения, желаю, чтобы у вас все получалось, желаю вдохновения и благодарю вас за поддержку и за ваше внимание. До скорой встречи. Пока-пока.